Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Олег Саин, компания Агрожиловня. Мы представители немецкого завода КВД, который находится в Германии, который производит инжекторные агрегаты по несению жидких азотных удобрений по технологии Култан. Сегодня мы находимся в Днепропетровской области. Это Крыничанский район, на фермерском хозяйстве СВГ «Чайка». Фермерское хозяйство «Чайка» тоже идет в ногу со временем, да, и внедрили технологию Култан в свое хозяйство. Позади нас агрегат, украинско-немецкий проект, это АПИ-6, 6-метровый агрегат по технологии Култан. Рядом со мной стоит Максим, это заместитель руководителя хозяйства. В принципе, самый главный агроном, главный механик и так далее. То есть универсальный человек, который даже нам помогает в каких-то доработках нашего агрегата. Хотя он уже на протяжении года, скажем так, все новые какие-то инновации мы туда вносим. Вот. Здравствуйте, Максим. Хотел бы, да, поближе. Хотел бы спросить, можете вкратце рассказать, где мы находимся, на каком поле, что тут был за предшественник, какая культура и как вы вообще пришли к технологии Култан? Ну, к технологии пришли еще весной, я тебе, помнишь, звонил по поводу технологии, что когда кас мы вносили, почва, верхний слой был сухой, а в нижнем была как раз влага. И мы хотели, чтобы именно когда у нас обычный опрыскиватель, не аппликатор, а обычным опрыскивателем брызгали, просто капля сверху лежала, и осадков тогда, весной в этом году осадка вообще не было. А что хотелось именно эту, чтобы именно было инъекционное, как оно делает, инъекционное, когда что попадало и положило влагу, чтобы не ветрился этот азот, тот, что мы хотели внести. Ну и весной не получилось у тебя приехать к нам, но мы уже решили сами купить и уже у себя испытывать на своих полях, как оно что работает. Что именно взяли этот агрегат, что много я смотрел, и наши, которые делают агрегаты, но сама фишка была в вот этом диске, который, во-первых, металл не наший, это ж немецкий, правильно? Да, да, это оригинал КВД. Бочка мне особо там, понятно, что да, чтобы было, чтобы оно более-менее и вид был, и сварка более-менее была. Но самое главное, мне вот это было интересно. Ну, а таких агрегатов совместных нету. Ну, вышел на тебя, общался, рассмотрели, рассказал. Как раз продал, а теперь как раз обкатываем на своих полях и будем проверять. Сейчас сдаем с осени удобрения на пшеницу, чтобы потом весной по мерзлоталому не давать, а заехать уже опять еще раз, второй раз. Чтобы не было голодания зимой пшеницы, да, во время того, как нельзя в поле уже зайти. Бывают такие моменты, да, когда действительно трактор может нарезать колею, а пшеница уже начала вегетировать. То есть время возобновления всей вегетации уже начинается, и тогда надо как-то давать. А мерзлоталого как такового уже нет. Как такового уже, да, во многих регионах тоже нету. Ну, у нас только или сразу же зима, и сразу же в лето. Все. Почва, солнце, ветер, мороз ночной, оно все это выдувает, верхний слой. А вот, конечно, вот этим агрегатом, это, конечно, я думаю, все больше и больше будет появляться у сучасных фермеров вот такие агрегаты. Да, кстати, ребят, чтобы вы не пугались, этот агрегат уже больше недели работает, он еще ни разу его не мыли, поэтому он такой немного, скажем рабочий, так, в рабочем. А какой? Новый он был тогда, когда ехал сюда на машине, а сейчас он рабочий, понятно, что... Кстати, сколько сейчас на данный момент вы, получается, обработали, ориентировочный гектар? 200. 235, да, по-моему, там говорил? Ну, последнее поле вот это остается. В принципе, мы еще планируем рапс. Ага, по рапсу. Да. Мы еще по рапсу. Всех интересует вопрос. Вот 6-метровый агрегат, сколько у него получается делать там за смену, за час и так далее? Ну, у нас получается до 40 гектар. До 40 гектар. Это смена какая? Там, с 9 где-то до 5. С 9 до 5, да. 8 часов, да? Это расчетно где-то получается там 4,5 гектар честных можно делать. 4, это с обедами, с разворотами, да? В принципе, 4. Да, конечно, чтобы навигации на этом тракторе нету. Весной уже будет другой трактор, там уже с навигацией, то я думаю, что с 8 там хотя бы до 7 до 8 делать, то было потом уже, я думаю, гектар до 50 точно делал бы. А так, после него, когда он проходит, не остается никакого, даже сейчас можно глянуть, что не остается ничего, ни одного следа, только трактор и все. Так бы было хотя бы какой-то ориентир, чтобы видно было, тогда можно было, конечно, и ночью работать. А так же не видно ничего, то из этого ночью не работает. Там, в принципе, нам и не надо это делать.
В принципе, мы и так в принципе, и успеваем, так успеваете, да? Уже все, Ну, знаешь, у заканчиваем. нас многие холдинги такие агрегаты покупают, да, вот несколько холдингов, которые мы поставили. Так, как всегда, в крупных, ну, очень крупных, прям гигантских предприятиях, они их сутками гоняют, и день, и ночь там, и так далее. То есть мы когда изготовили именно украинско-немецкий проект, мы тоже его гоняли сутками. Там, на базе холдинга AgroGeneration мы их просто отдали, и они их сутками там, мы им так и сказали, работайте ими там сутками, сколько можете, мы хотим посмотреть, какие могут минуса повылазить, чтобы это потом доработать. Да? Ну да, и я помню наш разговор еще весной, ты нас приглашал, но у нас, к сожалению, просто не было агрегата, каким было работать. Ну, действительно, просто не было агрегата, то есть мы испытывали какие-то агрегаты, какие-то уже были проданы, просто не было возможности. И Ну, так бы ты, с удовольствием. Ты же сам говорил, когда не будет, никто не купит агрегат, тогда мы привезем. Ну, Его к сожалению, были, когда вы приезжали, человек увидел, понравился, оставили его. Так ко мне, конечно, очередь не дошла, но я говорю, будем все в этом году испытывать, как он, что, к чему работает. Да, кстати, ребят, это особенность, скажем так, украинско-немецкого проекта в том, что у нас мы используем рабочие органы, так как мы являемся официальными представителями, дистрибьюторами в Украине завода КВД, да, мы совместно с заводом КВД как бы сделали этот украинско-немецкий проект вместе с инженерами Хартехпром 97, это торговая марка Слобода. У них очень хорошие инженера, которые помогли нам, скажем так, с этой рамой, как это все сделать. Вот. И сделав шасси в Украине, мы начали ставить туда европейские комплектующие. Да, это самое главное, это рабочий орган, конечно, по технологии Култан. Он должен быть надежный, не стираться, не вытекать и так далее. Вот хочу обратить внимание, что мы сейчас приблизим, потом съемку подойдем, что вот там наработка там 235, там 250 гектар, а если мы посмотрим на иглу, то она, ну, вот она как новая, даже не видно угла, да, вот даже не видно, Ну что да, что она угла всё износа. работалось, просто что, ну, видишь, даже наш, я думаю, агрегат уже был бы острый. Ну, я видел, Наши да, есть рабочие органы, которые украинские производители. Я не хочу, конечно, на них ничего говорить, но что-то так делают. Но у наши. нас был опыт с украинским производителем, и там действительно мы даже вкрутили свои 2 иглы для сравнения, вот, и они были как бы полностью износились, и для одного из холдингов это было как бы решающим таким, знаешь, фактором, что лучше заплатить один раз, допустим, в 2 раза больше, чем потом ремонтировать 20 раз и заплатить, получается, в 10 раз больше, то есть стоимости, то есть вот, получается как-то так. Вот, ну, сегодня мы находимся тут на зимой пшенице, да? Да. Расскажи, я думаю, вот многим ребятам интересно, вот особенно кто смотрит. Кстати, Максим ведет свой YouTube канал, Агромакс называется. У него подписчиков даже больше, чем на канале КВД. Так что тут непонятно, кто кого пиарит. Ну да. Вот. Много интересных вещей рассказывают. Я даже удивился, мы были в Луганской области. Там фермер уже довольно-таки статный, там мужчина, ну уже 50 за 50 лет. И он смотрит Максима канал, говорит, интересно, там разную технику и так далее. То есть я хочу сказать о том, что бывает, общаясь с агрономом, который всю жизнь в агрономии, да, там уже ему 70 лет, и он меньше разбирается, чем там человек, который там 20-30 лет и как бы горит этим, да, вот именно разбирается во всех мелочах, разбирается, что, куда и да и как. То есть тут возраст как бы не показатель в знаниях, я за это. И к результату аналогично. Поэтому вот хотел спросить у тебя, вот здесь у нас получается зимой пшеница. Всем интересно, какой сорт там, что давал, сколько влаги выпало. Можешь так вкратце рассказать, пока мы тут совсем не замерзли? Это точно. Влаги, конечно, в этом году вообще у нас беда со влагой была. У нас, получается, мы посеяли все до дождя. Дождь пошел у нас 27-го, по-моему, в конце сентября. И выпало там первых 4 миллиметра, потом, по-моему, 18, чи 16, я уже точно не помню. Еще, ну, в общем, в общей сложности 30 миллиметров всего выпало. Все. После этого у нас осадков не было. Там, ну, еще там 2 выпадало. Ну, это такое, ну, не считаю, что это дождь. Кстати, извини, перебью тебя. Ребята, мы, когда приехали сюда, ну, чуть больше недели назад запускать агрегат,
обычно агрегат заходит в плавающем режиме, то есть иглы заходят в плавающий режим, кидаем под собственным весом самой рамы, как бы, ну, задней части. Достаточно этого, чтобы заходить в почву. Но у нас здесь оно даже на сантиметр там начал заходить. Мы удивились, думали, в чем дело, но у нас есть регулировки, которые регулируются, мы можем дать давление хоть даже 100 килограмм на один рабочий орган. Мы отрегулировали, он зашел, все нормально. Но я удивился, почему везде заходит в плавающем режиме, блин, а как раз тогда снежок, да, с утра был. Что мы на поле выходим, поле прям такое мягкое, бархатное, я только сразу выходим, я сразу Максиму говорю, здесь 100% зайдет, сейчас вообще классно все будет, а он бах, не заходит. Мы удивились, я пошел в машину, думаю, надо что-то взять, попробовать, какой грунт. У меня попался на глаза ножик, просто нож, ну, рыбацкий нож. И я этот нож своим весом, во мне 90 килограмм, я его пытался воткнуть в землю, и я уже прям ногами аж повис на этом ноже, и он там всего на 6-7 сантиметров зашел. А потом ребятам тоже, и Максиму, говорю, а ну попробуй нож воткни, ты вроде покрупнее меня. И он аналогично пробует. То есть это говорит о том, что действительно засуха была сумасшедшая, особенно в этом году. Вот, и очень сильно уплотнился грунт в связи с этим. То есть из-за пылевых вот этих вот всех отложений и так далее. То есть, ну, вот, когда вот оно все... Из-за, ну я же говорю, за целую осень, только вот этот дождь был, все. Тут, грубо говоря, все уже... У нас какое сегодня число? 24 ноября, ну, ничего вообще даже не было. И что-то вроде бы рисует, потом хоп, пропадает. То снег рисовали, нету снега, дождь рисовали. Сегодня опять что-то там приморосило. Ну, ты же видишь, что даже мы в поле толком и не вымыли. Вот такой у нас дождь. Ну, понятно, да, что... Да. Сегодня с утра... Предшественник, ты спрашивал, предшественник тут подсолнух у нас был. Тоже внедряем технологию стриптил, по стриптилу было посеяно. Ну и потом мы убрали, катком прошлись, и хорш-фокус заехал, посеял. Кстати, хорошо, что вы вот палку с-под подсолнечника хотя бы катком перебили, потому что, допустим, есть не то что ленивые фермера, я бы их так не называл, но мы, допустим, опыты закладывали, там вот по Харьковской области, помню, ездили, и вот многие, кто оставляет палку, то есть палка вот такой высоты торчит. Не, ну вот это можешь ты, сейчас тебя перебью, это люди, которые хотят оставить палку, чтобы именно в плане того, чтобы если дождь, снег какой-то выпадет, чтобы задержала на поле, да? Да, задержание. Как вариант, ну, на палке особо там не задержится, это обычно стерню как бы высокую оставляют, да, для того, чтобы там... Видишь, все хочет оставить, чтобы все хочет что-то зацепить. Может быть, но я вам просто хочу, ребята, сказать, что когда оставляются большие палки, да, это нежелательно конкретно там для наших агрегатов, либо подобных по технологии Култан, потому что здесь высота, скажем так, самой рамы не такая высокая, здесь вот стоят форсунки со шлангами, их может как бы зацеплять, там, срывать и так далее. То есть такая проблема есть, мы ее не скрываем, но опять же, я общался там с многими там фермерами, говорят даже, что и радиаторы в тракторах может палка пробить, то есть элементарно, то есть тут такая вещь как бы... Не, ну палка, конечно, она радиатор, очень... это да. уже, если до радиатора достанет, то понятно, что тут, а тут уже... Да. Вот, а здесь у нас предшественник, ты же подсолнечник, да? Вот, и вы сеяли, кстати, сухую землю или... Сухую, да? И ждали влаги? Ну, и тут оно посеяли, где-то недельки 2, наверное, лежало. Угу. А сеяли мы вначале там... Ну, у нас как подсолнух подходил, уборка происходила, и мы, соответственно, подготовили почву, последующие поля были еще сырые, и засевали. Потом опять что-то убрали, опять подготовили, посеяли. И так постепенно, и одной севалкой нас обсеялось. Хотя у нас 2 севалки, там и партнер, и фокус, хорш-фокус, ну, мы одной севалкой полностью обсеяли. Все сделали, да? Ну, як-то, ну, не было такого ажиотажа, что убрали, бегом там надо всю площадь закрыть. Все постепенно, да? А воно якраз так постепенно, так и гляди уже засеяли. Ясно. Согласен. Вот, давайте тогда еще скажем пару слов по поводу технологии Култан. Что хотел отметить, сейчас у нас в Украине такая тенденция, наверное, не только в Украине, но вот в Украине особенно очень сильно меняется климат, особенно весной. Мы наблюдаем, что вот правильно ты говоришь, что весной ты увидел, что поверхность корки, сухая, да, то есть сухая, да. И внизу влага была. А внизу влага, да. И, ребята, вот даже мы там снимали, скажем так, такие обзор небольшой технологии Култан даже с Михаилом Драгончуком, да, я сейчас на наутил там, да, немножко перепрыгнул. Почему? Потому что, допустим, вот наутилеры, да, они оставляют мульчу на поверхности почвы, да, и, в принципе, под мульчой влажная почва, то есть уже там нету сухой, да, почвы, там, сантиметра, она влажная, но есть мульчирующий слой. К чему я говорю? Что у тебя
2 сантиметра либо сантиметр сухой почвы, либо у тебя мульчи столько же лежит. Нам надо внести удобрение, допустим, вот под озимую пшеницу весной, да, и надо внести ее, чтобы это удобрение работало вот сию минуту, да, там, ну, вот, в этот сезон хотя бы. И когда мы вносим удобрение на поверхность почвы, на сухую поверхность почвы, и ждем дождя, его может долго не быть, да. В этом году так в Одесской области ребята вообще никто и не дождался этого дождя, все передисковали, да. Вот, то проходит время, а время очень важно, да, то есть пшеница очень хорошо потребляет азот, это когда выход в трубку происходит, да, вот, и любому фермеру в идеале надо внести от фазы времени возобновления весенней вегетации до выхода в трубку, чтобы там уже был азот, чтобы он был в доступной форме, чтобы растение как бы вышло в трубку и начало питаться, набираться силы, закладывать урожай и так далее. Вот. И с технологией Култан как бы вот этих уже проблем нету. Вот сейчас мы стоим на поле, да, вот, но сегодня я даже не сказал, что сильно ветрено, да, у вас, наверное, такая, обычно так и есть, да, такой ветерок дует. Да по-разному. По-разному. Бывает так, что дует, что и Да. с ног сдувает. Я заметил, что вот в регионах, допустим, особенно там Запорожская, там юг Запорожской области, Херсонская степи стоят, и там вот вообще прям, ну, ветер очень сильно дует. И я чему говорю, потому что если мы сейчас говорим за традиционные методы внесения, там, опрыскивателем, разбрасывателем, то такой ветер в любом случае будет сдувать. То, что опрыскивателем это понятно будет сдувать, разбрасыватель он будет тоже сдувать гранулы, как бы будет неравномерность внесения, это понятно. Вот. То есть тут мы начинаем, грубо говоря, с технологии Култан, мы вносим на все 100% поля, потому что вот игла зашла, впрыснула, все, зашла, впрыснула, то есть на нее не влияют факторы, там, ни ветра, ни солнца и так далее. То есть 100% распределение, ну и самое главное, конечно, это сам, скажем так, метод инъекции, когда растение начинает питаться уже сию минуту. Вот мы только что прошли, да, допустим, если бы сейчас пшеница хорошо бы вегетировала, вот она уже могла бы питаться, то есть доступным азотом. Не, ну мы еще всегда тягивали, чтобы именно поздно вносить, Да. чтобы он уже был, когда видно, зимы выйдет уже в раннюю вегетацию, чтобы она сразу же было в него удобрение было и питание, чтобы она питалась, чтобы не было голодания. Мы же не хотим его, ну, по мерзоталу мы бросать не будем. Заедем потом еще раз этим Весной? агрегатом. Весной чуть больше нормы уже дадим, и я думаю, на этом закроем. Посмотрим, конечно, разницу между, как мы раньше делали удобрения. Но я же говорю, мы же тоже, когда весной вносили удобрения, ну, бросали на такую же самую зиму, на сухую. Верх так пересушенный был. Ну да. И какой-то, ну, понятно, что это уже не весь азот, понятно, в землю, что-то, понятно, выветривается. Так само и кас, когда мы вносили. После того, как мы кас внесли, 2 недели дождя вообще не было. Что выветрилось, что туда пошло, ну, это мы уже точно не узнаем. Кстати, ты знаешь, вот я там общался с многими разными производителями удобрениями, да, удобрений там, да, с Черкасским заводом, там, с компанией, ну, с разными производителями удобрений, не только в Украине. И вот, в принципе, они говорят правду в том плане, что, допустим, кас сам по себе, если он не связан с влагой, он не испаряется. Ну, как бы, действующее вещество не уходит, да, даже если он высохнет, он просто кристаллизуется, но все равно это будет азот, да. То есть, вот как соль высыхает, допустим, да, соль с водой разбавил, она высохла на столе, и остаются такие кристаллики, да. Идея правильная, да, он не испаряется без влаги, но вот ты сказал, что внесли кас на сухую почву, и вот, ребята, еще раз повторюсь, может быть, кто не знает, есть понятие такое утренняя роса, либо туман. Вот мы даже сегодня зашли, во сколько мы сюда заехали в поле? Наверное, часов, наверное, в 10-11, да? И на пшенице была роса, да? То есть, из-за того, что дождик был, просто до нас утром пришел. ну, дождик утром был. Да. Ну, допустим, мы были в Херсонской области, там ни дождика не было, а просто стоял такой туман, мы ночью туда приезжали в гостиницу, туман такой стоял, что просто все было мокрое, прям вот видно было как мокрое. Я к чему веду? К тому, что роса либо туман, это такая влага, то есть это такие небольшой шар слоя влаги на поверхности грунта, которого недостаточно, чтобы удобрение там ни гранулу растворить, ни кас там, допустим, транспортировать корню растения, чтобы оно питалось, но достаточно, чтобы удобрение сконтактировало с этой влагой. И тут роса вышла, допустим, либо туман, да, она сконтактировала с этим удобрением, допустим, с тем же касом, который лежит на сухой почве. И тут приходит день, выходит солнце, дует ветер. И влага начинает, естественно, испаряться. И она уже испаряется с действующим веществом. То есть, если бы этой влаги не было,
то, понятное дело, оно никуда бы не делось. Но так как она есть, она со влагой удобрения, со влагой связалась и вместе с влагой выветривается. Поэтому Вот потери есть большие, да, их посчитать просто невозможно. Тут просто нельзя. То, что мы не знаем, сколько улетучилось. В том году, когда мы вносили, когда влага была, там понятно, там даже видно было, где включался Опрыскиватель, газ, да? Да, включался, где брызгало. Там прям полосами видно, четко, видно, да. ярко было, что ну, именно там было внесение. А в этом году, ну, было видно, когда мы позже вносили газ, тогда видно было, ну, ближе к дождю. Буквально внесли, там буквально через пару дней прошелся дождик. Тогда было видно, что да, внесение было. А там, где перед этим, ну, конечно. Мы, кстати, не вот, то. ты сказал за то, что видно, где вносили. Мы, допустим, когда опыты закладываем, ну, мы же края не обходим, да, опыт начали отсюда там по там, полю идти и идем. И вот даже видно, когда мы приезжаем на промежуточные исследования с аэросъемки, что видно, где начинал он включил тумблер впрыска, да, там, тут раньше, тут позже, такой вот, как бы шахматной этой лесенкой, то есть очень хорошо видно, как бы, разницу. Ну, и разницу я же тоже себе оставил разницу. С осени не все сразу, знаешь, опыты тоже на какие-то оставил. Да, конечно. На каждом поле оставил, там, где на одном поле оставил, там, с осени внес касса, там не вносил. И как раз видно будет весной, работает оно или не работает. Это та осенняя затея, что мы сейчас делаем. Кстати, осенняя затея, потому что сейчас многие скептики начнут еще писать, ты так сказал, но... Ну, сейчас я понимаю, что там сейчас начну. Да, ребята, а почему решили вносить осенью, да? Вот Максим решил вносить осенью. У нас есть очень успешный опыт. Харьковская область, это находится в Близнюках и Лозовой. Ну, там несколько хозяйств. У них есть, они у нас купили 2 агрегата в этом году. У них было 2 агрегата 12-метровых. Вот они уже на протяжении 2 лет вот эту осеннее внесение практикуют. А почему практикуют? Вот, как и у тебя ситуация, да, что мерзлоталого нету, да, и весной как бы пшеница может поголодать какой-то период времени. Поэтому идея какая? Внести перед морозами, да, ну, грубо говоря, когда, ну, вот, допустим, нитрификация азота прекращается при среднесуточной температуре, по-моему, 5 градусов, если я не ошибаюсь, может быть, там кто-то поправит, но тем не менее, да. То есть сейчас у нас ночью тут -2, -3, днем 0 +2, как бы, в принципе, сейчас уже нитрификация в почве не происходит. Мы сейчас вносим азот, этот азот сохранится до весны. И когда весна придет, пшеница проснется, да, начнется время возобновления весенней вегетации, и мы не сможем на тракторе, допустим, заехать, если там будет слишком там влажный грунт, либо еще что-то, то у нее уже будет питание. То есть не надо заходить, тут, спешить с опрыскивателями, бежать колей нарезать, да, либо еще что-то. То есть только из этих побуждений. Но опять же, мы все экспериментируем. Технологии 49 лет. А в Украине, как только 3-4 года, скажем так, впроваджуємо технологию Култан, но на протяжении этих даже 4 лет ни одного негативного отзыва от тех, кто агрегаты приобрел, у кого опыты закладывали, то есть у всех положительные эмоции только. Да, ну ты продаешь, рассказываешь, как оно все, ну а я уже буду показывать на практике, как оно работает, и буду людям показывать, что к чему с осени, весной, и как оно работает. Бо действительно это, ну по факту, смотришь и думаешь, как оно должно работать, оно вроде должно, в принципе, так и работать, все, ну, все красиво. А как же в теории оно будет, ну, время покажет. Я думаю, через пару месяцев, мы даже на уборку, я тебя приглашаю, приедешь. Обязательно. У нас есть веса, есть комбайн, и все показывает, и поедем там, где не убран, где был опыт, где не было опыта. Я думаю, еще это весной... вообще будет все классно, наглядно видно. Извини, перебил тебя. Мы еще весной обязательно приедем, покажем участки, где там контрольные оставили, там опрыскивателем, я так понимаю, опрыскивателем, да, будем там работать весной, на контроль. Да, весной. сделаем. Ну, я осенью делал, осенью опрыскивателя не было, просто агрегатом этим и все. Кстати, за норму давай скажем. Мы же норму тут очень небольшую норму вносим, это сколько, 150 килограмм, да? Ну, то есть, скажем так, чуть больше, да? 170? 170 килограмм. 170 килограмм касса, то есть это небольшая норма, это там в ДВшке у нас сколько получается, порядка там 45, наверное, да, килограмм, так, на скидку. А для того, чтобы весной у нас был азот. Так, извини, перебил тебя, мы говорили за опыты. Да, на опытные участки обязательно мы весной приедем и на уборку приедем, потому что обычно всех наших, скажем так, партнеров
прошу, чтобы вы оставляли там опытные участки, то. Ну, реально 90%, 90% говорит, да, все оставлю, там, хорошо, оставим. Все сделали, да? Да, потом позвонил, ну что там оставили, мы же к вам собираемся ехать. Да блин, Олег, я все сделал, так потом, давай в следующем году. То есть, Ну понятно, это могу понять, что когда уборка идет, если честно, не до опыта. И так само, да. когда и у нас посевы, там, с посевом я хотела чуть ширыми рядами, когда на уборка и посев идет, ну честно, ну не до этого. Ну, Сейчас да, я да. понимаю, что да, надо было сделать и так, а когда в процессе, то, конечно, совсем все меняется. Согласен, есть много факторов. Так, ну, спасибо большое. Все, ребята, всем спасибо, всем пока. Спасибо большое Максиму за обратную связь. Да. Вот, смотрите его на канале, он будет выкладывать именно ту информацию, правдивую, настоящую, как что на самом деле и так далее. Вот. И чтобы никто не говорил, я видел в твоих комментариях, писали, кто-то написал, этим продажникам верить нельзя, типа, короче, что-то такое. Этим продажникам верить нельзя с их опытами. То есть, я думаю, теперь опыты проводить. Будем мы теперь опыты проводить. да, а вот когда именно действующего фермера, то это будет самое, наверное, явное. Просто не все активны в этом плане, допустим, который может снять на поле, показать, что вот как действительно работает и так далее. Поэтому ждем результатов. Да, Все. всё. Всем спасибо, всем пока. Всем удачи.